Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости канала. Сегодня хотела снять отдельное видео, как сшить боковые швы изделия. Вот, например, у этого свитера я сшивала боковой шов иглой. Вот такой пластиковой иглой. Это может быть и металлическая игла для сшивания вязаных изделий. Она должна быть тупая. Вот так выглядит этот шов. Сейчас я покажу, как он делается. Делается он очень просто. Значит, вот, сшиваем мы на лицевой стороне. Вам потребуется примерно 1,5 длины шва. Вы измерите, сколько. У меня не 1,5 длины, скорее всего, мне нити не хватит. Но у меня остался кончик при наборе резиночки. Я буду использовать вы, если не хватит, я еще подвяжу, скажем так, немного нити. Ничего страшного, я спрячу этот кончик и узелочек. Значит, мы заправляем нить в иглу. Начинаем сшивание. Как я сказала, сшивание происходит на лицевой стороне. Смотрим, вот у нас из уголочка выходит нить. Мы сейчас подцепим. Мы будем сшивать, использовать нужно, скажем так, заакцентировать внимание на кромочных петлях. Вот эта дорожка кромочных петель. Их мы будем использовать. Что мы будем использовать? Мы будем использовать, так скажем, вот эти вот перетяжечки. Вот эти соединения между кромочными петлями. Мы их будем использовать в сшивании. Находим вот такую перетяжечку, находим у первой петли кромочной. Сейчас мы ее найдем. Вот она, первая петелька кромочная. Вот главное ее выделить, и будет понятно. Вот она, первая петелька кромочная. Вот эту перетяжечку мы сейчас используем первой. Сшиваем. Вот таким образом это и будет происходить по всей длине. Далее я буду их приближать друг к другу. Так удобней. Находим такую же перетяжечку. Вот отсюда у нас вышла нить. Следующую, значит, мы находим вот перетяжечка. Вот они кромочные. Видите их? Вот эту перетяжечку между ними мы используем. Далее следующую перетяжечку точно так же. Я не знаю, как они называются. Скажем, вот эти соединения между двумя кромочными петлями. Следующую с другой стороны. И таким образом подхватываем и подтягиваем их. Видите? Так, дальше. Следующую перетяжечку точно так же. Теперь с другой стороны. И далее. Вот кромочные. Вот мы нашли, где они соединяются. Вот это место. Видите, соединение между двумя кромочными. И подтягиваем немножечко. И мы практически уже сейчас ничего не видим. Этот шов практически не видим. Очень удобен. Продолжаем дальше. Мы не стягиваем так, чтобы изделие стягивалось, но тем не менее, чтобы не было видно этого шва, немножечко подтягивать нужно, чтобы соединились две части изделия. Скажем так, я могу подтягивать не каждый раз, когда соединяю противоположные петли, но один раз в два соединения. Вот таким образом. Уже сейчас видно, что практически ничего не видно. Дальше я немного продолжу на платочной вязке, дабы показать вам, что и на платочной вязке это тоже выглядит достаточно аккуратно. Очень рекомендую вам этот способ. Как сказала уже, я подтягиваю не каждый раз, а раз, скажем так, в два соединения. Вот я соединила еще две противоположных петли и подтягиваю их немного. Вот, пожалуйста, это уже пошло соединение на... Иногда я поглядываю, так, нет, все правильно, чтобы не пропустить.
никакие петельки. Я всегда теперь использую для боковых швов только этот способ. Когда-то шивала я на 3 спицах. Вот круговое там вязание. Но все-таки шов это он должен быть. Вот таким образом выглядит шов. Я считаю, что это практически идеально. Если вам понравился этот способ, используйте. Я еще немного покажу, продолжу. Чуть выше, возможно, вам лучше будет видно. Как говорила, уже использую я кромочные петли, их соединение подтягиваем. Вот, видите? Я считаю, что очень хорошо. Надеюсь, вам понравилось. Используйте этот способ. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео и показалось вам полезным. Всего доброго, Марина!